Всем привет! На обзоре снова сверлильный станок. На этот раз более крупный экспонат. К нему также при желании можно взять вот такой столик. Поставляется в огромной коробке. 70 сантиметров в высоту, 35 сантиметров это ширина и почти 25 сантиметров в глубину. На самом верху смотрим надпись «Прецизионный», то есть высокоточный, Powerful, полная мощность. А на самом деле какая мощность, проверим далее в ролике, поскольку на упаковке указана мощность 800 Вт. Также возможность регулировать обороты от 200 до 2500 оборотов в минуту. Ну и зажимать режущий инструмент возможно от 1,5 до 13 мм. Максимум вертикального перемещения головы 90 мм и рабочий радиус 147 мм. Здесь может быть имелось в виду вот это расстояние, хотя по факту тоже измерим уже на собранном станке. Хорошо упакован в пенопласт. Самое первое в глаза бросается вот эта труба. Конечно, он прекрасно выглядит, вся в блеске. Толщина стенки порядка 2 мм. График, похоже, предполагает оптимальные режимы сверления в зависимости от материала, диаметра инструмента и количества оборотов. Основа головы похожа на сплав силумина. С помощью данной ручки можно регулировать расположение головы на штативе. Два лазерных излучателя для построения X и Y линий. Ну и название бренда. Основная кнопка включения и управления станком. Также кнопка служит для аварийной остановки. Монохромный жидкокристаллический дисплей, ну и потенциометр для регулирования оборотов. Есть возможность установки фиксатора глубины для удобства и контроля глубины сверления. Регулируем вот с помощью такой шпильки. Отлично, что с завода комплектуется нормальной вилкой под стандарты наших розеток. Провод с хорошим запасом по току до 10 ампер. Ну и длина порядка 2 метров. Сверху расположена заглушка, предупреждение, меры безопасности. Удачно организован и карман для хранения ключа. Есть также гнезда для размещения разного диаметра режущего инструмента. Перфорация для охлаждения. Пружина играет роль возвратного механизма для подъема головы. Сечение пружины порядка 3-4 мм. Точно подогнанные сопрягаемые узлы, ну и минимальный зазор с возможностью регулировки натяга позволяют убрать люфт при перемещении и фиксации головы. Переключатель пониженной и повышенной скорости. Помимо лазерных излучателей встроена также отличная подсветка на базе светодиодов. Все это организовано на такой микросборке. Ну и зубчатая рейка, собственно, для перемещения головы. Все хорошо пропитано в масле. Штурвал смотрим неплохого качества и 3 рукоятки. На концах шарики, похожие на эбонит. Все как по-настоящему. Длина резьбы порядка 1 см. Судя по тому, как в комплекте есть запасные щетки, можно догадаться о применении коллекторного двигателя. Есть небольшая инструкция, в котором можем увидеть название модели, ну и основные технические параметры. На этих страницах можем увидеть нумерацию всех деталей. Смотрим, достаточно крупная основа. Местами видим ребра жесткости для усиления конструкции, ну и посадочное место для стойки.
Прекрасное качество обработки поверхности, почти как зеркало. Смотрим посадочные размеры для крепления заготовки. Будет полезно тем, кто подбирает тиски. Ну и примерное расстояние от стойки до центра 12 сантиметров. Размеры стола примерно 33 на 28 сантиметров. Ну и рабочее пространство 26,5 на 21,5. Голова достаточно тяжелая, так сказать, основная масса. И на основании есть два вида фиксатора. Первая предварительные установки и вторая фиксация уже непосредственно шестигранником. Из-за достаточно большой площади стола надежная фиксация на плоскости, ну и опрокинуть его просто так не получится. Отличные возможности вертикального перемещения. В зависимости от того, какую толщину заготовки обрабатывать, можно установить, зафиксировать в достаточно широком диапазоне регулирования высоты. Ну и самое ценное то, что опускается до самого стола. И в больших, тяжелых, неподъемных конструкциях куда проще над заготовкой разместить инструмент и уже непосредственно сквозь стол производить сверление. И самое верхнее положение фиксации головы, расстояние это почти 27 сантиметров. Изначально планировал, конечно, вот такие тиски, и на фоне такого размера они слишком компактные. Ну и конкретно на этих моделях смотрим несоответствие посадочных отверстий. Что же касается данных тисков, видим предельно высокое качество. Похоже, что это литье под давлением. Ну и немаловажно, достаточно хорошее покрытие. Данная кнопка позволяет быстро перемещать губки, то есть ускоряет процесс фиксации заготовки. И сменные пластины тут не предусмотрено. Все цельное. Теперь заглянем и в начинку. Наверху сразу в глаза попадает коллекторный двигатель. Первым в глаза бросается текстолит. Компоненты маркированы соответствующим образом и видим достаточно неплохую пайку. Но, к сожалению, канифоль не отмыли. На радиатор, похоже, заклеен транзистор для регулировки управления оборотами. Металлический корпус редуктора перед двигателем. Видим зубчатую рейку и самое главное, в отличие от предыдущей модели с нашего обзора, здесь уже более грамотная реализация высоковольтной проводки. Качество пластика и качество изготовления сделано все достаточно добротно. Электронная линейка для контроля глубины сверления. На стойке можем видеть ограничитель перемещения головы. Первое включение видим на дисплее, можем видеть текущие показания оборотов. Правда, скорость обновления опаздывает. С помощью данной кнопки можем переключиться в режим измерения глубины, с помощью которого можем контролировать процесс сверления в глубину. Очень удобная, точная и полезная функция. В первом режиме регулировка идет от 200 до 850 оборотов. Второй режим от 600 до 2500 оборотов. То есть без перекидывания ремня есть отличная возможность быстрой регулировки числа оборотов. Лазерные указатели для удобства позиционирования заготовки. Пока что все это надо точно настраивать. Ну и теперь немного попробуем в процессе. Устанавливаем такой мощный столик. Основание у него мощное чугунное литье. Также смотрим, как прекрасно реализована работа подсветки. Яркость вполне себе неплохая. Этот столик очень хороший. Про него сделаем отдельный обзор, где будем дорабатывать, переводить на шариково-винтовую передачу.
повышает точность, так скажем. Сбоку можем наблюдать линейку. Ну и в комплекте с столиком идут вот такие крепежные элементы, прижимы вместе с ступеньками. Ну и здесь тоже есть винт для регулировки натяга. На опорах стоят подшипники качения. В общем, все сделано неплохо. Первый тест проведем фрезой Форстнера. Можно сказать, отличное качество сверления, мощности хватает с головой, и это при достаточно малых оборотах. Ну и попытки фрезеровки тоже прекрасный результат. Твердые породы также прекрасно обрабатывают. Попробуем сразу и 35 мм, заодно и посмотрим потребление тока. Потребление тока без нагрузки составляет 1,29 ампер. Это порядка 300 Вт мощности нагрузки. Ну и такой диаметр тоже сверлится без никаких проблем. Учитывая самые твердые сорта дерева, считаю прекрасный результат. Ну и при работе ток потребления достигает примерно 2,5 ампера, то есть это уже примерно 600 Вт полезной нагрузки. Так что с ним спокойно можно сверлить кухонные фасады и может послужить прекрасным помощником на мебельном производстве. Ну и пробуем по металлу, по железу. Сразу грубым сверлом. И как видим, все тоже без проблем. Так сказать, мощности более чем достаточно. Теперь 1,5 мм для более высокоточных работ. Смотрим, тоже все спокойно сверлится. Ну и пробуем с помощью советского высокоточного индикатора. Класс точности здесь нулевой. Уверен, многие поймут, о чем речь. И по точности видим небольшое отклонение. Максимум, который достигает, это 0,07 мм. Если есть терпение и небольшой опыт, то эту погрешность спокойно можно уменьшить в 2 и более раза. Хотя такое биение, точность более чем достаточно для большинства бытовых задач. Спасибо за просмотр. До новых встреч!